Привет, меня зовут Алиса Дударева, я стендап-комик, и многие считают, что это не женское дело. А важен ли гендер для профессии и влияет ли он на профессионализм? Я решила ответить себе на этот вопрос и лично познакомиться с девушками, которые не стали ограничиваться рамками мужское или женское. Например, штурман. Похоже, что морские суеверия больше никого не пугают. Ирина Шаметько успешно руководит судном и попутно его украшает. Думала ли ты о том, что свяжешь свою жизнь с морем? Нет, на самом деле. Максимум думала, что если буду только женой моряка. Единственное, что знала, что я не хочу сидеть в офисе. Меня это прям очень сильно напрягало, да, какую-то делать такую рутинную работу. То есть я хотела, чтобы было что-то интересное. Для моей мамы был немножечко, скажем так, удивительный мой выбор, потому что у меня плюс папа ходит, да, в моря, а раньше, причем папа ходил по 9, по 10 месяцев в море, да. И то есть для нее был, конечно же, немножко такой небольшой шок. Я же еще училась, одна девочка была на курсе. Да, за очень-очень-очень много лет, просто разные цифры кто-то говорит. Я закончила с красным дипломом, и в 19 году уже стала я третьим помощником на Седове. Мне кажется, звучит так гордо. Я работаю на Седове. Старшим штурманом. Штурманом, да. Я даже до конца не представляю и не понимаю, кто такой штурман, что он делает. Ну, штурман в первую очередь, конечно, любой штурман, независимо от должности, да, это тот, кто управляет судном, то есть его ведет. Не конкретно, да, крутит баранку, штурвал. Да, не штурвал, да, а именно управляет, прокладывает курс, да, и задает какие-то команды для того, как и куда следовать. А какая из функций раскрывает престижность? Власть какая? И что такое, что все-таки тише, старший штурман? Да нет, сама должность уже это старший штурман. Да, то есть это как, знаете, как старший помощник капитана. То есть все остальные помощник капитана – это старший помощник. Так же, как и старший штурман. Это уже говорит, что это как бы, не последний человек на судне. Да. То есть сама приписочка слова «старший». А рост дальше? Нет, я, конечно, могу быть старшим помощником и капитаном. Но я не хочу немножечко. Дело в том, что чтобы дальше ходить в моря, да, и где-то совершенствоваться, это надо очень много времени потратить на море. А у меня немножко другие жизненные ценности, и я бы хотела выйти замуж и детей. Я не карьеристка, вот так вот объясню. Старший штурман, я поняла. Убедительно. Я никогда не была на корабле, на большом-большом корабле, поэтому мне скорее хочется попасть на этот удивительный серый корабль. Серый? Нет, вон тот, белый. Белый? Белый, не да, серый. Вот тот большой белый. Он очень красивый. Пожалуйста, пойдем туда скорее. Пойдем, покажу. Вот это да! Я сейчас должна переодеться, потому что все-таки на судне я не могу находиться в такой форме. Вот, ты пока осматривайся, а я вернусь. Да. Хорошо? Мачто, готовь! Ураган! Это просто обалдеть! Я любуюсь тобой. Ты выглядишь строго, но очень изящно. И я еще больше хочу понять, что значит быть старшим штурманом в деле. И я хочу, чтобы ты мне это показала. Пойдем попробуем. Я вообще-то думала, что мы будем командовать. Любой штурман, находящийся на борту, должен уметь работать с навигационными картами, то есть вести маршрут, прокладку, да, то есть чем мы сейчас попробуем заняться. Сэчикануть нельзя? Как на географии? Нет, конечно же нельзя, потому что это в первую очередь безопасность. Если бы, не дай бог, я была третьим помощником, то я как на горнолыжном спуске просто бы кричала: «Уходите!
Уходите! Это очень сложно. GPS есть, астрономия есть. Нумерология. Нет. Не то? Ладно. Для того, чтобы определиться по одному ориентиру, как минимум нам нужен пелинг и дистанция до него. Пилинг. Пелинг. Пилинг. Пелинг. Ладно. Вот, Пилинг да? это... Пелинг – это угол между северной частью истинного меридиана и направлением на объект. Я устала, это извини. слишком сложно. Пожалуйста, можно мы лучше пойдем покомандуем? Равняйся. Смирно. Давай тогда выберем 4 человека, которыми мы покомандуем. Здравствуйте! Ну, я иду выбирать? Да, Оттуда. да. Мистер Моряк Полухин, вперед за мной! Нормально. Курсант Тополев, шаг вперед! Мне очень нравится. Курсант Михайлов, выйдите, пожалуйста, туда. Нормально. Истомин, красивые глаза. Ну, пойдем? Непосредственно управление уже судном в плане его движения исполняют курсанты, да, на штурвале. То есть мы им громко, четко даем команду, они обязательно должны ее продублировать, чтобы мы понимали, что они ее услышали и правильно услышали. И после чего исполняется сама команда. Например, как 10 вправо. 10 вправо. Стоп. Они переложили руль, а я слежу уже непосредственно за курсом. Что сказать? Прямо руль. Прямо руль – это следующая команда. Может, задачку со звездочкой? Прямо руль – это уже хорошо. Тяжеловато? И просто это без обращения, так? Просто. Прямо руль! Прямо руль. Стоп. Также мы можем, да, например, маневрирование судном, да, то есть в одну сторону, в другую, чтобы удерживать судно на курсе, на заданном курсе. Например, мы можем сказать курс 115. Курс 115. Стоп. Я люблю тебя! Не попробуешь, не узнаешь. Также смотри, когда они выходят на заданный курс, да, то есть надо скомандовать так держать. Так держать! Так держать. Я люблю тебя! Ладно. Еще? Право на борт. Право на борт. Ну, еще чуть. Стоп. Как вернуть все назад? Прямо руль. Прямо руль! Прямо руль. Стоп. А ведь у него было 2 шанса. Ты в море, стоишь в форме, на корабле и... Поначалу, конечно, захватывали даже где-то слезы, потому что какое-то вот такое небольшое легкое волнение, ладно, не легкое, все равно, что ты вот уходишь из порта, из дома, и это не слезы грусти, а именно такого восторга, что ты начинаешь какой-то новый виток, то есть каждый рейс это какая-то определенная новая история, частью которой ты являешься. Что-то вот тут внутри происходит, какая-то такая щекотка где-то, вот где-то в животе, как бабочки в животе. Эмоции, конечно, невероятные. Со своим характером я бы, конечно, так, наверное, не смогла. Я мнительная. Мне показалось, что на меня кто-то постоянно смотрит плохо, меня недооценивают, меня не слушают, я не нравлюсь. Мне кажется, это достаточно сложно, психологически сложно. Это мои лишь размышления. Но если в какой-то момент ты решила остановиться в своей профессии, потому что выбираешь женскую природу, значит, есть противоречие небольшое в том, что ты делаешь, да, и что это не совсем женская профессия. Конечно же, это мужская профессия, но почему бы и нет? То есть я все равно в этой профессии уже не первый год, да, то есть имею какой-то определенный карьерный рост, и в какой-то момент я просто могу остановиться. Я поняла. Но так как ты все же с женской природой, ты гибкая
и выбрала вариант, действительно, который подходит тебе. Конечно, конечно. Бинго. Я благодарю за этот опыт. И без тебя я бы никогда не очутилась здесь и не испытала того, что я испытала. И я желаю тебе и вам попутного ветра. Спасибо. На примере Иры я поняла классную вещь. Если обычно мужчины принято так, доводят дело до конца, я имею в виду карьеру, то Ира приняла для себя решение дослужить до какого-то определенного ранга, а дальше сделать выбор в свою женскую сторону и женскую природу. Я считаю, что в этом и заключается гибкость, тонкость. Я сделала и показала, что я могу, а теперь я буду делать то, что я хочу. По-моему, очень изумительно. Я очень рада таким открытиям.